Привет всем! Вот в Израиле, куда ты не ступи, обязательно ты найдешь какую-то интересную историю. Вот мы купили вино, винодельни Мони, Самсон и Далила. Кто такие Самсон и Далила? До этого момента я не знала. Но сейчас я знаю и вам расскажу. Итак, Самсон – израильский богатырь, который прославился в войнах с филистимлянами. Если вы не знаете, кто такие филистимляне, посмотрите вот это видео. Много раз враги израильтян филистимляне покушались убить его, но все безуспешно. Темная ночь спустилась на завоеванный филистимлянами город Газу. Завязывается ожесточенная битва между иудеями и филистимлянами. Под напором восставших филистимляне бегут. Вышедший из храма жрец бога Дагона призывает небесные силы ниспослать иудеям гибель. А их главарю Самсону он предсказывает возмездие. И оно придет от женщины, которую он полюбит. И богатырь полюбил прекрасную филистимлянку Далилу. Но Далила была настолько коварна и корыстна, насколько красива. Она решила во что бы то ни стало выведать, в чем сила Самсона, чтобы потом выдать его филистимлянам, чтобы отомстить за свой народ. Ну, а заодно и золотишко подзаработать. Самсон долго сопротивлялся ее уговорам сказать тайну его силы. Но чары Далилы были настолько сильны, что он сдался и рассказал, что его сила в волосах. И вот, когда он спал, она остригла его волосы. В тот же момент в покое ворвались филистимляне и схватили обессиленного Самсона. Несколько дней Самсона держали в темнице в Газе и издевались над его беспомощностью, выколов ему глаза. Храм бога Дадона. Филистимляне празднуют победу над Самсоном. В конце святилища огромная статуя бога Дадона. Вдоль стен жертвенные алтари. Посредине храма возвышаются две мраморных колонны, которые поддерживают свод. Вводят закованного в цепи Самсона. С бокалом вина к нему подходит Далила и с усмешкой напоминает ему, как он проявил слабость и раскрыл ей свою тайну. Но одного Далила не учла. За те несколько дней, что Самсон провел в темнице, его волосы стали отрастать. В гневе, собрав все свои силы, Самсон упирается в мраморные колонны и могучим усилием сдвигает их с места. Свод рушится, скрывая под обломками и Самсона, и его врагов. Вот такая история на сегодня. Ну а вам я хочу пожелать. Пейте хорошее вино, ешьте из красивой посуды и обязательно увидьте фламинго. Кстати, об этом вот здесь. А вам приятного вечера и до следующих путешествий. Всем пока!